Дели– это город, где история переплетается с верой, а вера– с улицами. Здесь соседствуют индуистские храмы, мечети, сикхские гурудвары, церкви и буддийские ступы. Ты идешь по одной улице, звучат мантры, свернешь на другую, слышен азан. В одном квартале гигантский храм Акшардхам, в другом – древняя мечеть Джама-Масджид. Посетить их все нереально, храмов здесь сотни, но нам удалось увидеть несколько, и каждый из них был отдельным миром. Храм Лотоса и вера Бахаи, тишина среди хаоса, в самом сердце шумного Дели, среди вечного рева машин и людского потока, возвышается храм Лотоса, место, где тишина становится священной. Это не просто здание, а символ единства всех религий, воплощенный в 27 лепестках белого мрамора. Здесь нет алтарей, нет икон, нет проповедников, только пространство, наполненное светом, воздухом и покоем. Этот храм принадлежит вере Бахаи, религии, родившейся в XIX веке в Персии. Бахаизм учит, что все религии — это главы одной книги, раскрывающейся перед человечеством в разное время. Здесь нет чужих, нет избранных. Каждый, кто приходит, становится частью единого духовного потока. Бахаи верят, что религия и наука дополняют друг друга, что нации и народы едины, а смысл жизни в служении людям. Их храмы открыты для всех, их молитвы — это тишина, растворенная в воздухе, а их главная цель — мир, построенный на равенстве и любви. Храм Лотоса — это не просто архитектура, это место, где звук становится эхо, а время останавливается. Это точка покоя в мире, который никогда не спит. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Храм Искон – музыка, мантры и преданность. В каждом большом городе Индии и далеко за ее пределами можно услышать ритмичные мантры, звон колокольчиков и многоголосые песнопения. Это звучит Хари Кришна Маха Мантра, главная молитва последователей Искон. Как появился храм Искон? Движение Искон, Международное общество сознания Кришны, основал Свами Прабхупада в 1906 году в Нью-Йорке. Он привез в западный мир древние ведические знания учения о бхакти-йоге, пути любви и преданности Богу. Очень скоро движение распространилось по всему миру, а его главными центрами стали храмы Искон. Чем славится храм? Песнопениями и киртанами. В каждом храме звучат живые мантры под аккомпанемент барабанов мриданг и маленьких тарелочек каратал. Это не просто музыка, а медитация через звук, которая создает невероятную атмосферу. Раздачей прасада — вегетарианской еды, освященной молитвами. Бесплатные обеды в храмах Искон ежедневно кормят тысячи людей. Учением о Кришне последователи изучают древние тексты, такие как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Яркими праздниками особенно известен фестиваль колесниц Радха-ятра, где огромные колесницы с божествами Кришны проходят по улицам, сопровождаемые танцами и песнопениями. Что особенного в атмосфере храма?
Внутри храмов всегда чистота, спокойствие и чувство гармонии. Здесь нет привычной для индуистских храмов пышности, все подчинено простоте и духовности. Главный ритуал — это пение имен Бога, которое, по верованию кришнаитов, очищает разум и ведет к просветлению. Сегодня храмы Искон можно найти в сотнях городов мира, от Нью-Йорка до Дели, от Москвы до Токио. Их можно узнать по ритмичному киртану, сияющим лицам преданных и аромату освященной еды, который врывается на улицы, приглашая заглянуть внутрь. Храм Искон — это не просто здание, а место, где музыка соединяет людей с вечностью.